Всем привет! Это видео будет в необычном формате, а я буду рассказывать про создание уже готового шейдера. Такой шейдер я делал ранее, но без некоторых функций, которые я сейчас использую, то есть глубину, отрезание сверху, снизу. Также на местах соприкосновения с поверхностью вторая текстура, которая подсвечивается. Вот, сейчас покажу. Также регулируется яркость этой текстуры, глубина текстуры. И сейчас покажу, как я создал этот шейдер. Создал его с помощью шейдера Forge. Вот нод, который отвечает за главную текстуру. Добавила к нему float 2 значения, перемноженное со временем. Это движение вверх-вниз, вправо-лево. И добавил это в UV координаты. И перемножил это с Fresnel. Fresnel — это свечение по углам, но только если текстура не плейн какой-то, а, допустим, вот шар. Дальше то же самое я сделал для текстуры, которая находится в местах соприкосновения щита с поверхностью. Это все, кстати, аддитив шейдер, двухсторонний. Далее я добавил саму глубину, вот значение глубины, и добавил это в lerp. То есть объединил значения, которые соприкасаются, и сам щит. Дальше идет Face Sagan. Для чего это нужно? Сейчас рассказываю. То есть, чтобы была текстура одна с задней стороны, а одна с передней. У меня с передней стороны нормальная текстура, с задней стороны просто Fresnel. И сейчас покажу, как это работает. Вот сам щит. Сам материал щита. Это сцена. Так. Вот. И, как видите, сейчас, наверное, другой материал выберу для наглядности. Сзади ничего нету, но если я уберу, допустим, выберу с материалом без вот этого нода, тогда будет проецироваться этот материал и с обратной стороны. Но это выглядит вообще некрасиво, поэтому я воспользовался нодом Face Sagan. И также само, то есть не так же само, сделал еще отрезку сверху и снизу. Допустим, для эффекта появления щита в системе частиц. Кстати, чтобы регулировать этот эффект в системе частиц, нужно добавить Vertex Color. И еще, допустим, если нужно регулировать это значение системы частиц через Custom Data, нужно добавить второе UV, тут выбрать 0, тут выбрать 1, UV-ZV, тут и тут. И дальше добавить Z-value сюда, сюда и управлять этим значением шейдера. Вот так. И есть еще такой небольшой нюанс. Сейчас я покажу шейдер целиком, если что. Его вы сможете скачать у меня на Патреоне, а также вот можете сами сделать по моему видео. Так. Есть такой нюанс, что когда нету света, Depth Mode на камере не работает. Поэтому я создал вот такой вот скрипт. Сейчас откроется Visual Studio. Это просто публичная переменная для того, чтобы выбрать мод камеры. Саму камеру берем компонент камеры, скрипт, который должен висеть на камере, и присваиваем камере вот этот мод, который мы выберем. Сейчас я повешу этот скрипт на камеру. Вот, собственно. И выбираю мод глубины. Так, запущу сейчас. Все, сейчас должно работать. Так. Ну, это работает, в принципе, в play моде, потому что скрипт он enable. Все, спасибо за просмотр, подписывайтесь на канал, ну и пока.